Дорогие друзья, белорусы, скоро в Минске состоится Всебелорусский народный съезд, которым нынешняя незаконная власть пытается себя легитимировать. Я, Игорь Макар, представитель Белорусского народного трибунала, хочу обратиться от своего имени и имени нашей команды к семьям, родным и близким делегатов так называемого Съезда Всенародного собрания Республики Беларусь. Все мы понимаем, что это очередной цирк со стороны властей, в который, к сожалению, втянуты и члены вашей семьи. Нынешняя нелегитимная власть, которая уже почти полностью находится под санкциями, тащит за собой и ваших близких. Мы знаем, что на будущих участников съезда оказывается давление. Мы знаем, как сложно это выдержать. Мы также знаем, что давление будет нарастать. Если ваш близкий оказался в такой ситуации, пожалуйста, обратитесь к нам, мы поможем найти выход. Объясните ему, что он не будет первым и что многие делегаты уже обратились к нам. Просим вас всей семьей сесть за стол и проговорить все плюсы и минусы участия в данном съезде, а также все последствия данного решения. Помните, что имена участников будут опубликованы, они сами и их семьи будут включены в санкционные списки многих стран мира. Чем это грозит? Например, запретом на въезд в эти страны. Более того, все имена останутся в новейшей истории Беларуси, а за принятие нелегитимных решений придется отвечать в недалеком будущем. Почему решения ВНС незаконны? Потому что они станут приговором для студентов, пенсионеров, рабочих, медиков и всех жителей нашей страны, которые мирно выражали свою гражданскую позицию. Более того, это мероприятие не только нелегитимно, но и очень опасно в нынешнее время. Давайте не будем забывать про бушующую эпидемию ковида. Только по официальным данным заболело почти 250 тысяч человек. Больницы переполнены. Неужели этого мало? Нынешняя власть во главе с Лукашенко не ценит жизнь и здоровье ваших близких. Они не задумываются о последствиях, им нужно создать иллюзию, что у данного режима в народе есть поддержка. Она хочет собрать в закрытом помещении почти 3000 человек на пике активности вируса. Подумайте о разрушающих последствиях этих 2 дней ВНС, после которых ваши отец, мать, муж, жена, сын или дочь вернутся домой. Эти 2 дня кардинально поменяют всю дальнейшую жизнь вашей семьи. Подумайте, хотите ли вы этого? Давайте еще раз проговорим последствия данного съезда. Включение в разного рода санкционные списки. Запрет на въезд в многие страны мира. Ответственность в ближайшем будущем за участие в этом нелегитимном мероприятии. И ответственность за принятые там незаконные решения. Риск заразить коронавирусом себя и своих близких. Единственный правильный выход в сложившейся ситуации – это пообщаться в семейном кругу, поддержать друг друга, найти в себе силы и отказаться от участия в данном съезде. Помогите вашему близкому стать одним из тех героев, за действия которого в будущем не будет стыдно. Просим всей нашей командой, не дайте себя обмануть. Будьте вместе с народом. Желаю вам, вне зависимости от вашего решения, самого главного – крепкого здоровья в это непростое время.